Добрый день, дорогие друзья! Продолжаем рассказывать об эффективных инструментах колеса жизненного баланса. Сегодня я вам расскажу о еще одном очень полезном, интересном и визуально красивом инструменте. И называется он «Чего можно достичь?». Рассматриваем, как обычно, три сферы, и я вам расскажу сейчас почему. Дело в том, что когда вы себе задаете вопрос, чего можно достичь, вы сразу понимаете, что вот эти цели вам подходят, вот эти цели очень-очень интересны, но, возможно, это нужно сделать чуть-чуть побольше. Для этого требуется ваших ресурсов чуть-чуть побольше. Или вы это хотите сделать более качественно, более интересно, чтобы получить результат, который будет вам, скажем так, вы что-то сделали, а результатом этого пользуетесь более продолжительное время. Поэтому в инструменте «Чего можно достичь» мы сгруппировали краткосрочные достижения и долгосрочные достижения как отдельные элементы. И здесь они показаны следующим образом. Сначала мы рассматриваем краткосрочные достижения, потом рассматриваем долгосрочные достижения. Те, кто интересуется темой денег, финансовых инвестиций, естественно, их интересует больше вопрос, а насколько оправданы вот эти вот достижения с точки зрения затраченных сил, средств, ресурсов. Поэтому, чтобы уравновесить тему долгосрочных достижений и краткосрочных достижений, есть такой элемент, как монетизация достижений. Монетизации достижения будет посвящен отдельный ролик. Здесь я кратко могу рассказать о его основах. Когда мы имеем какие-то краткосрочные достижения, мы, как правило, в большинстве случаев имеем очень-очень маленькую отдачу. Чаще всего это отдача эмоциональная. Вот мы это сделали, нам стало хорошо, легче, возник восторг, увлечение. Когда мы что-то делаем в долгосрочной перспективе, то есть это долгосрочные достижения, то тогда мы прилагаем больше сил, результат не так ясно вырисовывается, и мы порой теряем какую-то уверенность, у нас возникают сомнения, а правильно ли мы делаем, а делаем ли мы это с той скоростью. Вот. Поэтому монетизация достижения, она позволяет ответить на вопрос, стоит ли это делать или не стоит. Как правило, если вы только начинаете четко формулировать свои цели, у вас количество запланированных краткосрочных достижений будет в несколько раз превышать долгосрочные достижения, которые вы реально хотите сделать. Но если мы к этим достижениям применим инструмент, скажем так, финансового анализа, то есть мы попытаемся именно себе ответить на вопрос, а как эти достижения будут приносить вам финансовую пользу, тогда вам станет легче принимать решения, и таким образом вы получите еще один дополнительный эффективный инструмент сконцентрироваться на долгосрочных целях или на краткосрочных целях. Но самое главное в этой схеме – это результат для колеса жизненного баланса. То есть в каждой из сфер, которые есть в колесе жизненного баланса, вы можете применить анализ с точки зрения этого инструмента и спрогнозировать, какие краткосрочные достижения вы можете сделать прямо вот сейчас, сделав первый шаг, начав это делать завтра, послезавтра, через неделю, или вы все-таки ориентируетесь на долгосрочные достижения. Как правило, долгосрочные достижения очень легко планировать в профессиональной деятельности, в своей карьере, в той сфере, которой вы занимаетесь. Долгосрочные достижения очень важно планировать в бизнесе, особенно пассивном, которым вы занимаетесь. Или долгосрочные достижения нужно планировать там, где вы хотите быть лучше, чем эксперты в этой области, или лучше, чем ваши единомышленники. На нашем канале мы тщательно пытаемся разобрать вопрос единомышленников, поэтому у кого есть какая-то полезная информация, ссылка на ресурс о том, как найти единомышленников, как стать с единомышленниками на одной волне, пишите в комментариях. А пока подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, а я продолжаю. Итак,
Единомышленники в краткосрочных достижениях — это, как правило, те люди, которые легкие на подъем, которые с первого раза понимают, что это можно сделать, которые искренне желают вам успеха в этой сфере. И эти люди, ваши эмоциональные единомышленники. Если мы говорим о единомышленниках в долгосрочных достижениях, тут, как говорится, нужно выбирать товарищей понадежнее. Те, кто способны в долгую вместе с вами переживать как радости на этом пути, так и минуты разочарования, минуты, когда вам нужно мобилизоваться, минуты, когда нужно просто вовремя передохнуть. И что касается единомышленников по монетизации достижений, это ваши, скажем так, знакомые, которые обладают очень хорошими аналитическими способностями, которые вам просто скажут: слушай, тут много радости, но вот смотри, финансовый успех не очень, но, наверное, это стоит делать, потому что для тебя это важно. Вот таким вот образом мы имеем в этом инструменте самое главное, то, что остается всегда с вами, это единомышленников, которые прошли короткий путь, или единомышленников, которые прошли длительный путь. Единомышленники, которые помогут вам рассчитать всю рациональность ваших достижений, я не имею вот на данный момент, когда записывается видео, точного сформулированного материала, поэтому если вы сможете мне помочь, какими характеристиками должны обладать те люди, которые могут помочь в понимании монетизации достижений, пожалуйста, пишите. Рекомендуйте кого-то, рекомендуйте ресурс, может быть, какая-то персоналия. Обязательно рассмотрим, свяжемся и выпустим дополнительные видео. А я продолжаю. Что касается частоты применения инструмента, чего можно достичь. Если вы планируете свою жизнь на месяц вперед, то этот инструмент применяется, естественно, ежемесячно. Как правило, это в конце месяца вы можете что-то запланировать из краткосрочных достижений, и долгосрочные достижения вам необходимо просто собрать чуть-чуть больше информации в какой-то отдельный файлик, будь то бумажный или электронный, кому как удобно. И по мере того, когда вы чувствуете, что проект уже вот-вот готов стартовать и вы готовы его начать, начинайте. Начинать долгосрочные достижения без хорошей мотивации очень-очень сложно. Вам нужно в противовес поставить или хорошую финансовую мотивацию, да, вы это сделаете и получите какие-то достижения в виде финансовой выгоды, но если у вас нет эмоционального запаса, восторга, вот я начну и у меня получится, возможно, вы столкнетесь с такой ситуацией, как эмоциональное выгорание, а эмоциональное выгорание может и не оказать влияния на все колесо жизненного баланса. Еще раз хотел от вас получить обратную связь, что вам интересно в этом видео, что вы считаете нужным дополнить, получить более детальное описание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Желаю всем приятного просмотра.